Кто самый популярный прозаик в начале XX века? Может быть, Чехов? Но Чехов слишком интеллигентен и очень грустен. Но тогда наверняка Толстой. Он признанный классик при жизни, но и тогда Толстого читать – это большой труд. Самой популярной оказывается Надежда Александровна Тэффи, что, в общем-то, удар по мужскому шовинизму, потому что вся русская литература до этого была написана писателями-мужчинами, а популярность Тэффи била все рекорды. Когда Николая II спрашивали, кого бы он хотел видеть на праздновании 300-летия династии Романовых, он ответил: «Тэффи достаточно». С этой истории начинается любой рассказ о Тэффи, но это и есть доказательство ее бешеного успеха в начале XX века, потому что все хотят литературу с улыбкой. Если попробовать определить стиль Тэффи, то это модерн. Модерн и в литературе, и в жизни. Удивительное изящество, узнаваемость и легкость. Но после революции Тэффи вынуждена была эмигрировать, уехать во Францию, и это для нее было трагедией. Но, заполняя документы, первый раз она списала себе первые 5 лет, второй раз она списала себе следующие 5 лет, чем окончательно запутала биографов, потому что даже если добавить 10 лет, все равно не тот год рождения получается, какой был на самом деле. А во время Второй мировой войны Тэффи безвыездно жила во Франции и очень переживала за судьбу и России, и Франции, и перестала писать совсем, перестала публиковаться, замолчала. И неожиданно решили, что она умерла. Написали о ней некролог. Когда она его прочитала, она не знала, плакать или смеяться, и сказала: «Это ж надо, по мне заказывают панихиду в Марокко, а я в это время ем португальские сардинки и хожу в синема». И уже позже, будучи очень преклонного возраста дамой, за полчаса перед смертью Тэффи просит принести себе зеркальце и пудру. Это самое женственное явление в русской литературе. То, что она безумно популярна, Надежда Александровна Тэффи узнала не из журналов и даже не из писем поклонников, а в кондитерском магазине, когда увидела конфеты Тэффи, названные в честь нее. Потом она рассказывала, что она объелась этих конфет, съела целый килограмм, у нее ужасно болел живот. Какая тяжелая и неприятная вещь слава, добавляла она. Но даже у коллекционеров фантиков не осталось оберток от этих конфет, потому что конфеты были не шоколадные, а обыкновенные карамельки. Мы можем только представить себе, как выглядели эти фантики и как они были на вкус. Но Тэффи – это не только вкусная литература, это еще и легкое дыхание в литературе. Поэтому неудивительно появление духов Тэффи, тоже в честь нее, с ее портретом на флаконе. И удивительная закономерность. Духи и конфеты, запах и вкус – это то, что невозможно передать во времени. Такова оказалась и судьба Тэффи в литературе. И первый анекдот – это ее псевдоним. Почему она под таким странным именем входит в литературу – Тэффи? Она это объяснила тем, что у них был лакей Стефан, дурачок, а дурачкам всегда везет. Его дома звали Стеффи, она убрала первую букву имени и осталась Тэффи. Но молва приписала совсем другое происхождение этого псевдонима. В чем же секрет литературного обаяния Тэффи? Это удивительное сочетание разных факторов. В первую очередь обаяние ее личности. Она всем улыбалась, она всем нравилась. К тому же была незаурядно умна и обладала чувством юмора. Во-вторых, это ее легкое дыхание в литературе, она очень легко пишет. И, наконец, это доброжелательность по отношению и к персонажам, и к читателю. В ней нет злобы, даже когда она описывает очень смешных людей. Комические персонажи появляются на страницах ее рассказов. Самый известный из них – демоническая женщина, которая все аксессуары носит в совершенно неожиданных местах. Браслет на ноге, кольца в носу, красит волосы в немыслимые цвета, говорит с придыханием,
очень таинственное и загадочное, и все время спрашивает, к чему, зачем. Смешные люди попадают в комические положения, как, например, в рассказе «Страшный прыжок», хотя начиналось все очень трагически. Посвящаю авторам рассказов об акробатках, бросившихся с трапеции от несчастной любви. И главной героиней рассказа станет действительно несчастно влюбленная акробатка, которая готовит головокружительный номер под самым куполом цирка только для того, чтобы он, толстый господин в цилиндре, во втором ряду обратил на нее внимание. А языковой комизм возникает, когда мы начинаем объяснять абсолютно очевидные и понятные для нас вещи. Ну, например, попытайтесь объяснить иностранцу, что такое блин. Блины, в них главная икра. Это рыба, догадался наконец один из итальянцев. Какая же рыба, если их пекут, рассмеялась дама. А разве рыбу не пекут? Пекут-то пекут, да у рыбы совсем другое тело, рыбное, а у блина мясное. Со сметаной, опять вставил русский. Блинов очень много едят, продолжала дама. Съедят штук 20, потом хворают. Ядовитые? Спросили итальянцы. Самое магнетическое в Тэффи – это ее улыбка. Улыбка над самой собой. Она не боится быть смешной. И очень часто читатель ассоциирует ее с ее лирической героиней. Тэффи писала еще и стихи, и вот эта изящная миниатюра соединяет в себе все. Им комические персонажи и комическое положение. Мой черный карлик целовал мне ножки. Он был всегда так ловок и так мил. Мои браслетки, кольца, серьги, брошки он убирал и в сундучке хранил. Но в черный день печали и тревоги мой карлик вдруг поднялся и подрос. Вообще ему я целовала ноги. И сам ушел, и сундучок унес. В одном из своих рассказов Тэффи говорит о стране нигде, стране, которой нет, стране хрустальных кораблей, где каждый шут гороховый – жемчужный лебедь, стране мечты. Вот эту страну и ищут герои рассказов Тэффи, и ранние, и поздние, но не могут найти. Сильные и жалкие, героические и абсолютно нелепые, такие, как мы с вами, ее читатели. Тэффи вообще любит неброских людей. У нее даже был замысел написать серию рассказов про второстепенных персонажей литературы. И начать она хотела с Санчо Панса. Если похвалите, не поверю. Если скажете правду, мне будет больно. Лучше давайте-ка разойдемся. Это была Тэффи.